Приветствую всех на нашем канале. В этом видео я покажу, как легко и максимально точно определить глубину водоема для правильного выбора точки лова. Для этого нам понадобится вот такой маркерный набор. Конечно, эти все компоненты можно купить по отдельности, но мне кажется, что набором это будет гораздо удобнее, потому как набор купили и у нас сразу все есть под рукой. Итак, сейчас мы этот набор откроем, я покажу, что здесь есть в этом наборе, и затем уже будем вязать маркерную оснастку. Значит так, набор у нас состоит из вот такого маркерного поплавка. У этого поплавка сменные оперения трех цветов под разные условия ловли. Но мне кажется, что красный будет самый ходовой, потому как его действительно видно лучше всего. Так, еще в наборе у нас есть грузик. Этот грузик у нас на 112 грамм. Также вот такой отвод из толстой лески. Здесь на одном конце вот такое колечко. Вот. И на другом конце вот такой вот быстросъемник. Так, а здесь у нас вот такая вот плавающая бусина из мягкого материала. Резиновая бусина, круглая. Вот такой вот резиновый бочонок. И одна вот такая вот застежечка. Да, больше здесь ничего нет. Ну, теперь будем вязать на леске маркерную оснастку. Итак, вначале нам нужно подготовить вот этот вот отвод, к которому будет крепиться груз. Как я уже показывал, с одной стороны здесь вот такое большое колечко, а с другой стороны находится, сейчас достану, вот, а с другой стороны находится вот такой вот быстросъемник. И к этому быстросъемнику мы будем крепить груз. Вот так. Теперь натягиваем резиновый пыльник до груза. Есть. И сюда теперь нам нужно прикрепить вот эту плавающую бусину. Эта плавающая бусина нужна для того, чтобы немного приподнимать вот эту верхнюю часть отвода, чтобы поплавок не касался самого дна и не цеплялся за водную растительность, потому как если поплавок зацепится за какой-то водоросль, то естественно он не всплывет. Так, оттягиваем вот этот пыльник и под ним была спрятана вот такая вот застежечка. Это тоже такой быстросъемник. Вот, раз, снимаем вертлюжок с кольцом и этим быстросъемником прокалываем нашу мягкую бусинку. Вот, одели ее на леску и возвращаем на место вертлюжок с колечком. И натягиваем плавающую бусину аж до кольца. То есть кольцо должно упереться в эту бусину. Вот. И теперь натягиваем пыльник. До этой бусинки. И вот что у нас получается. Все, отвод полностью готов. Теперь берем основную леску, которая выходит с колец уже полностью собранного удилища. И на ее конец одеваем
вот это большое кольцо вместе с отводом. Вот. Одели. Теперь одеваем вот эту круглую резиновую бусину. Эта круглая бусина нужна для того, чтобы груз не бил в поплавок. И теперь одеваем вот этот вот резиновый бочонок. Здесь отверстие сделано в виде конуса. С одной стороны оно широкое, с другой стороны оно узкое. Вставляем леску в узкое отверстие. И теперь к свободному концу лески любым надежным узлом привязываем вот эту вот застежечку. Я привяжу узлом клинч. Есть. Теперь берем поплавок и фиксируем в эту застежку. Есть. После чего вот этот резиновый бочонок натягиваем на застежку. Вот он застежку, в принципе, должен полностью закрыть. Вот и все. Наша маркерная оснастка полностью готова. И сейчас мы переместимся на водоем. И я покажу, как это все работает на практике. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входят более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. Мы находимся на водоеме, и сейчас я покажу, как с помощью маркерного поплавка максимально точно определить глубину в нашей точке лова. Как видите, я уже привязал на шнур нашего удилища маркерный монтаж с маркерным поплавком, соответственно, и сейчас будем забрасывать. Ловить мы планируем примерно вот здесь вот недалеко от камыша, поэтому будем стремиться забросить максимально поближе к камышу. Вот так. Сделали заброс. Теперь груз упал на дно. Мы протягиваем удилище по дну и ищем какую-то перспективную точку. Ну, например, там это может быть ракушняк или какая-то бровочка. В общем, как мы это обычно делаем на наших фидерных рыбалках. Итак, вот удилище уперлось, мы видим, вершинка загибается. Это значит, там, возможно, какая-то ямка небольшая. Итак, допустим, нам это место понравилось, и мы хотим здесь ловить. Но нам нужно знать, какая здесь глубина. Поэтому натягиваем шнур. Вот, шнур у нас находится в натяжке сейчас. Теперь откручиваем фрикцион. Не полностью, но так, чтобы он был ослаблен. Теперь нам нужно на нашем удилище взять себе какой-то ориентир. Например, у нас, мы заранее померили рулеткой, у нас получается от катушки, от торца шпули до вот этой вот черной полосочки на удилище ровно 50 сантиметров. И по этому ориентиру мы будем как бы ориентироваться соответственно. Итак, фрикцион мы открутили. Теперь берем здесь возле катушки наш шнур и начинаем его подтягивать к нашему ориентиру. И считаем 50 сантиметров, метр, метр 50. И вот мы видим, что наш поплавок всплыл.
Ну, в принципе, получилось, я где-то подтянул, получается, 1,50 м, потом еще сантиметров 10, то есть получается 1,60 м. В принципе, там и есть такая глубина, но сейчас еще покажу один нюанс, если мы хотим максимально точно определить эту глубину. Затягиваем фрикцион и запоминаем 1,60 м. Достаем наш поплавок с грузиком. И показываю. У нас получается вот это расстояние от грузика до начала пера, расстояние 40 сантиметров. Поэтому нам, если мы хотим точно определить глубину, нам нужно это расстояние тоже учесть. Получается, там у нас был 1,60 м, здесь у нас 40, то есть 1,60 м плюс 40, получается 2 метра. Поэтому сейчас я точно знаю, что в том месте, куда мы забрасывали, у нас глубина ровно 2 метра. То есть все очень просто и, как видите, ну, довольно точно. То есть это, я считаю, если у вас там нет какого-то там супер эхолота, какого-то там другого приспособления, то вот это вот самое вот дешевое и самая вот простая вот такая вот оснастка для того, чтобы максимально точно определить глубину. Поэтому рекомендую, пользуйтесь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.